Боевые машины Марк-5 – это основные английские танки Первой мировой войны. Несмотря на множество недостатков, они успешно участвовали во многих сражениях и широко использовались в армиях других стран. 77 машин англичане передали французам, несколько экземпляров были и в армии США. Трофейные Марк-4 были в Кайзеровской армии, а Марк-5 в войсках интервентов и Белой гвардии в России. Некоторые из них были захвачены Красной армией и названы «Рикардо» по отлитому на блоке цилиндров двигателя названию фирмы-изготовителя силового агрегата. После Первой мировой войны только танки МК-5 состояли на вооружении британской армии. Также танки были в армиях Польши, Японии, Латвии и Эстонии. Имеются сведения об участии танка в обороне Берлина. В ходе операции в июне 1919 года, закончившейся взятием города войсками Петра Врангеля, впервые в гражданской войне утром 17 июня одновременно концентрированно произошла атака 17 танков 1-го танкового дивизиона, сформированного в Екатеринодаре, в результате чего была полностью взломана оборона красных. В ходе наступления на эшелонированную оборону красных, разработанную подполковником инженерных войск Карбышевым, к утру 14 октября 1920 года в первые часы сражения 8 из 12 танков МК 5 русской армии Врангеля были подбиты артиллерией и бронеавтомобилями Гарфорд-Путиловец. Еще один танк застрял, провалившись в обрушенный блиндаж, после чего пехотинцы забросали его гранатами. Только 3 танкам удалось отойти на исходные позиции, остальные стали трофеями красных. Пехота, поддерживающая танки, была отсечена пулеметным огнем. В ходе боя красный броневик «Антихрист» подбил белый танк генералиссимус Суворов. После попадания нескольких 3-дюймовых снарядов, которые пробили броню и разрушили 3 цилиндра двигателя, МК-5 лишился хода и был оставлен экипажем. Впоследствии он был отремонтирован, переименован в «Москвич-Пролетарий» и включен в состав Красной армии. Такая же судьба была и у 4 из 9 трофейных танков. Остальные танки не могли быть отремонтированы по причинам их плохого состояния. К празднованию 20-летия РКК часть снятых в 1938 году с вооружения Марк-5, согласно распоряжению Наркома обороны Ворошилова, была распределена по городам СССР как средство монументальной пропаганды. Установили как монументы только 11 из 14 танков, оставшихся в строю к 1938 году. Танки не достались Ленинграду, и в Архангельск ушла только 1 машина. Куда делись 3 танка, которые так и не стали монументами, неизвестно. Еще один танк, 15-й, он не упоминается в указе Ворошилова, отправили на хранение в создаваемый музей в Кубинке. Интересно, что танк Марк-5 номер 9436 в Киеве находился на площади 3-го Интернационала, сейчас Европейская площадь, и был похищен немцами во время оккупации Киева. Еще один киевский танк был демонтирован еще до Великой Отечественной войны. Танк Марк-5 в Харькове «Гермафродит» находился на Пролетарской площади, бывшей Сергиевской. Был утрачен в 1943 году или несколько позднее. 2 танка Марк-5 в Смоленске во время Великой Отечественной войны вывезены немцами в Германию. Там порезаны на металл. В Ростове-на-Дону один был модификацией «Самка», другой «Гермафродит». Обе машины сдали в металлолом в 1948 году.